Приветствую вас, дорогие гости и подписчики нашего канала. Для всех любителей криминальных историй наш психологический проект «Про нас» предлагает вашему вниманию криминальные истории с участием нарциссов и психопатов, совершенные против членов своей семьи. Как вовремя распознать этих потенциальных преступников, скрывающихся под маской социально благополучных личностей? Чтобы не стать жертвой этих смертельно опасных людей, мы рассказываем на нашем основном канале «Про нас», ссылку на который я дам внизу под этим видео. Также прошу вас не забыть подписаться на наш канал и не забыть поставить лайк авансом, так как это позволяет нам снимать чаще и более качественные видео для вас. Жестокое убийство несовершеннолетней Ли на молодежной вечеринке. Ли Ренни Мирс родилась 24 июля 1975 года. Она была дочерью Робин Лин Монсел и Роберта Уильяма Мирса. Бабушка девочки сказала, что Ли жила с ней с 4 до 7 лет, но не сообщила, почему именно. Родители Ли развелись, когда ей было около 7 лет. Она вернулась к своей матери только после того, как в 1983 году родилась ее сестра, Джесси. Впоследствии Ли стала носить фамилию отчима – Ли. Незадолго до ужасного события Ли жила со своей сестрой, матерью и отчимом Брэдом Ширманом на Фуллертон-Роуд, Ферн-Бэй. Ли была ученицей 8 класса средней школы. По словам ее бабушки, это учебное заведение очень нравилось девочке. Она последовательно посещала 3 начальные школы – Святого Патрика в Свонсе, государственную школу Гамильтон-Норд и школу Святого Петра в Стоктоне. Ли проводила большую часть своих выходных и школьных каникул со своей бабушкой в Киллабен-Бэй. Ее двоюродная сестра и лучшая подруга Трейси говорили, что им с Ли нравилось вместе ходить в кино, а также кататься на роликах и просто тусоваться. По словам ее тети, Ли хотела стать ветеринаром. Родственники девочки описывали ее как типичного подростка. Однажды 14-летняя Ли получила письменное приглашение посетить вечеринку в честь празднования 16-летия старшеклассника Ньюкасла Джейсона Робертсона. Девочка получила разрешение от своих родителей остаться там до 11 вечера. Мать Ли была уверена, что на вечеринке будут присутствовать ответственные взрослые. Мероприятие состоялось 3 ноября 1989 года в клубе серфинга Северного Стоктона, бывшем заброшенном здании. По оценкам полиции, на вечеринке присутствовало около 60 человек, но в средствах массовой информации сообщалось о цифрах до 100. Большинство присутствующих были учениками 10 класса средней школы Ньюкасла, хотя на вечеринке были замечены и 2 10-летних подростков. Многие употребляли алкоголь и курили марихуану, а некоторые занимались сексом. Мэтью Вебстер и Гай Уилсон, которые выступали в роли вышибал, были единственными людьми старше 18 лет на вечеринке. Говорят, что Ли была очень взволнована, так как это была первая подростковая вечеринка в ее жизни. Согласно сообщениям свидетелей, Ли была одной из нескольких несовершеннолетних девочек, которых пригласили на вечеринку с целью напоить их и заняться сексом. Для некоторых несовершеннолетних взрослые купили алкоголь перед вечеринкой. Ей и ее подруге дали бутылку виски Джим Бим, который затем они смешали с Кока-Колой. Сообщалось, что Ли очень быстро сильно опьянела. Согласно полицейскому отчету, Вебстер подошел к другому человеку на вечеринке и сказал: «Эй, чувак, мы напоим Ли и все пройдемся по ней». Сообщается, что 15-летний мальчик, имя которого по юридическим причинам не может быть названо, в официальной документации он проходит как NC1, сказал: «Я собираюсь пойти и трахнуть Ли». Вскоре после этого Ли отправилась на пляж с NC1. Свидетели заявили, что Ли была настолько пьяна, что ему пришлось почти нести ее. Когда Ли вернулась с пляжа, у нее между ног текла кровь. Она была расстроена, плакала и звала на помощь. Некоторые люди на вечеринке сообщили, что пытались утешить Ли и выяснить, что с ней случилось. Ли утверждала, что ее изнасиловали, добавив: «NC1 использовал меня, я ненавижу его». Цитируется, что Вебстер, ставший свидетелем жалоб Ли, сказал группе мальчиков: «Она вроде как готова, почему бы нам всем ее не попробовать?»
Затем 19-летний Гай Уилсон подошел к Ли, обнял ее и попросил о сексе. Когда девочка отказалась, Уилсон толкнул ее на землю. В этот момент к нему присоединились Вебстер и около 10 других мальчиков, которые окружили Ли. Они выкрикивали оскорбления, пинали ее, обливали пивом и плевались. Несколько человек стали свидетелями нападения, но никто не пришел ей на помощь и не попытался связаться с полицией, ее родителями или другими взрослыми. Нападения продолжались примерно 5 минут. Ли встала, когда они прекратили, и, пошатываясь, пошла прочь. Она попыталась отомстить нападавшим, схватила пивную бутылку и бросила в них, но промахнулась. Гая Уилсона не устроило поведение Ли, и он бросил в нее пивную бутылку в ответ, когда она уходила. После этого группа нападавших мальчиков последовала за ней в переполненное здание клуба. Девочка искала там убежище. Ли в последний раз была замечена выходящей из клуба и идущей к пляжу примерно в 10:30 вечера. Отчим Ли приехал на вечеринку, чтобы забрать ее в 10:50. Он и несколько участников вечеринки искали Ли, но найти не смогли. Ли была найдена обнаженной, за исключением носков и туфель с трусиками и шортами, обернутыми вокруг правой лодыжки. Она лежала на спине с раздвинутыми ногами. Неподалеку был найден ее бюстгальтер с погнутым крепежным крючком, а также ее рубашка и джемпер, которые были вывернуты наизнанку и испачканы спиртным. Вся трава и прочие растения поблизости были примяты. Согласно отчету полицейской судебной экспертизы, рядом с ней был найден окровавленный камень весом больше 5 килограммов, а пятна крови были обнаружены на расстоянии до 3 метров от ее тела. В отчете о вскрытии указано, что причиной смерти Ли стал перелом черепа и повреждение головного мозга. Ли несколько раз ударили с большой силой, в том числе минимум 3 раза в голову. Вскрытие также показало, что у девочки было удушающее кровотечение, повреждение от сдавливания шеи кончиками пальцев, указывающие на то, что перед смертью ее душили. Среди прочих травм – повреждение челюсти, ребер, печени и правой почки. Показатель содержания алкоголя в крови Ли составил 0,128, что привело бы к значительному нарушению координации движений и потере здравого смысла. Не было никаких сомнений в том, что Ли подверглась жестокому сексуальному насилию перед тем, как ее убили. У девушки были глубокие кровоподтеки на левой стенке влагалища, обширные кровоподтеки на девственной плеве и 2 крупных разрыва в паху. Эти доказательства указывали на то, что до ночи убийства у нее не было половых актов. Анализ вскрытия, проведенный доктором Йоханом Дюфлу, показал, что причиной большинства повреждений ее гениталий, вероятно, был негибкий предмет, возможно, пивная бутылка. В ее теле не было обнаружено спермы. К делу были привлечены 20 детективов во главе с детективом-сержантом Лэнсом Чаффи, хотя несколько недель спустя состав группы сократился менее чем до 10 человек. 3 подозреваемыми, которые появились на ранней стадии расследования, были Мэтью Вебстер, Гай Уилсон и NC1. На допросах 5 ноября NC1 признался, что занимался сексом с Ли, но сказал, что это было по обоюдному согласию. Уилсон изначально отрицал какой-либо проступок, хотя в более позднем интервью он признался, что толкнул Ли, облил ее пивом, плюнул на нее и швырнул в нее пустую пивную бутылку. Вебстер признался, что облил Ли пивом, но отрицал сексуальное насилие или убийство. Первоначально он сказал полиции, что пошел в паб после вечеринки, но в интервью 8 дней спустя изменил свою версию, заявив, что пошел на вечеринку. Вебстер также сообщил, что 2 14-летние девочки подошли к нему и NC1 на вечеринке, попросив немного гашиша. После они купили и принесли его девушкам за $20. У 2 подозреваемых были взяты образцы крови, а у нескольких – одежда для экспертизы. Кэрри Кэррингтон, криминолог и исследователь убийства, описала расследование как подпитываемое взаимными подозрениями, слухами и опровержениями слухов. Какое-то время самым популярным слухом было то, что Ли была убита своим отчимом и что он занимался с ней сексом в течение нескольких месяцев. В ноябре 1990 года детектив Чаффи сказал журналисту Марку Райли, что полиция слышала этот слух множество раз и даже рассматривала Ширмана в качестве подозреваемого. В статье Райли говорилось о том, что община Стоктона питала подозрения в отношении Ширмана вплоть до предъявления Вебстеру обвинения в убийстве.
Находясь под залогом 16 февраля 1990 года, во время своего третьего допроса в полиции Вебстер признался в убийстве Ли. В стенограмме интервью Вебстер сначала отрицал убийство, затем, не дожидаясь дальнейших вопросов, заявил: «Ну я это сделал, я просто не могу поверить, как это произошло. Это просто невероятно». Далее Вебстер заявил, что видел Ли, когда та искала свой тайник с пивом. По словам Вебстера, они вместе пошли в Salt Bushes, где он снял с нее одежду и засунул палец ей во влагалище. Вебстер заявил, что вышел из себя, когда Ли дала ему отпор. Он некоторое время душил ее, прежде чем убить камнем. Вебстер сообщил, что убил Ли, потому что думал, что она подаст на него заявление за попытку изнасилования. 19 февраля он предстал перед судом, где ему было отказано в освобождении под залог. Судья Джеймс Роланд Вуд приговорил Вебстера минимум к 14 годам тюремного заключения с дополнительными 6 годами, в течение которых он будет иметь право на условно-досрочное освобождение. 5 жителей Стоктона вызвали дать показания о его характере на суде. Одни описали его как тихого, нежного великана из хорошей семьи, весом 120 килограммов. Другие выразили изумление по поводу такого описания Вебстера, который также был известен как «Толстый Мэтт, головорез из Стоктона». Вебстер отбывал наказание в исправительном центре Паркли. 28 января, после насмешек 4 мальчиков по поводу убийства, Вебстер напал на одного из них. 31 января Брэд Ширман публично подошел к Гаю Уилсону и трижды ударил его кулаком по голове, после того, как Уилсон якобы сказал ему, что в следующий раз он доберется до младшей сестры Ли. Ширман был обвинен и признал себя виновным в нападении. 21 марта, находясь под стражей, Вебстер был признан виновным и оштрафован на $250 за оскорбительное поведение во время нападения 28 января. 17 июля Ширмана, отчима Ли, отпустили под залог. Судья не зафиксировал обвинительный приговор, принимая во внимание, что его спровоцировали на нападение на Уилсона. 19 января Уилсон признал себя виновным в нападении на Ли. Он был освобожден под залог до вынесения приговора. Еще одному фигуранту этого дела, NC1, был вынесен приговор 28 февраля 1990 года, после того, как он признал себя виновным в сексе с лицом, не достигшим брачного возраста. Ему дали 6 месяцев содержания под стражей. Прокуроры не предъявляли NC1 обвинения в изнасиловании, поскольку приговор по такому обвинению был бы маловероятен из-за отсутствия доказательств. Жалобы Ли на инцидент, о которых сообщали свидетели, были слухами и, следовательно, неприемлемы в суде. 11 мая приговор был сокращен по апелляции до 100 часов общественных работ. Ряд источников утверждают, что судья пришел к выводу, что секс был по обоюдному согласию из-за неадекватного способа представления доказательств суду. 19 марта 1990 года Уилсон был приговорен к 6 месяцам тюремного заключения за нападение на Ли. Смерть Ли получила широкое освещение в СМИ Сиднея и Ньюкасла, возможно, из-за увлечения публикой ее дублированным именем. В период с 1989 по 1994 год газета Newcastle Herald опубликовала по меньшей мере 39 статей о Ли. 23 из них были опубликованы на первой странице. За тот же период в другой газете было опубликовано по меньшей мере 10 статей по этому делу. Как широкое освещение в средствах массовой информации, так и театральные постановки и фильм, вдохновленные убийством, привели к тому, что его назвали преступлением знаменитости, а Ли назвали жертвой знаменитости. Полицию критиковали за то, как она вела расследование, в том числе за то, что они не смогли своевременно установить личности преступников. Полиции потребовалось более 3 месяцев, чтобы выдвинуть обвинение против Вебстера, хотя в течение 10 дней они установили, что он солгал о своем местонахождении, публично заявил о своем намерении изнасиловать Ли и имел возможность совершить преступление. Полиция еще в начале взяла у подозреваемых образцы крови и одежды, в том числе рубашку, которая была на Уилсоне в ночь убийства, на которой, по его признанию, было пятно крови, но неизвестно, проводились ли какие-либо тесты ДНК. Кэрри Кэррингтон предположила, что сообщения об отправке улик на проверку могли быть сфабрикованы с целью получения признания. Бабушка Ли рассказала Кэррингтон, что звонила в Скотланд-Ярд, чтобы узнать о результатах расследования, поскольку детектив, занимающийся этим делом, сообщил семье Ли,
что именно сюда была отправлена одежда подозреваемых. Скотланд-Ярд проинформировал ее, что не получали ничего из Австралии для судебно-медицинской экспертизы в соответствующий промежуток времени. Единственная запись судебно-медицинской экспертизы, которая была обнаружена, это документ, в котором говорилось о 4 предметах, полученных для тестирования 6 ноября 1989 года, 3 предметах одежды Ли и окровавленном камне, найденном рядом с ее телом. Однако это указывает на то, что другие предметы не были отправлены на тестирование. Результаты предполагаемых анализов так и не были предоставлены, равно как и информация о том, почему не были отправлены другие предметы. По словам Кэррингтон, через 4 года после расследования детектив, участвовавший в деле, сказал ей, что ни один из образцов, взятых у подозреваемых, не был протестирован. Образцы, взятые у Вебстера, не использовались в его судебном преследовании. Профессор Гарри Бетчер, судмедэксперт, сказал, что если бы полиция на самом деле не проверяла образцы, это было бы профессиональной халатностью, которой нет оправдания. В 2009 году адвокат, который действовал от имени семьи Ли, заявил, что, учитывая достижения в технологии тестирования ДНК, пришло время пересмотреть доказательства. Несколько фактов привели к предположению, что Вебстер был не один, когда убивал Ли. Согласно стенограмме признания Вебстера, его никогда не спрашивали, действовал ли он в одиночку. Кэррингтон обвинила полицию в том, что она приняла признание Вебстера за чистую монету, проигнорировав как показания судебно-медицинской экспертизы, так и свидетелей. Ее расследование выявило несколько расхождений в признании Вебстера и в судебных доказательствах. Например, Вебстер заявил в своем признании, что он душил Ли левой рукой, когда стоял рядом с ней на коленях, хотя, согласно отчету о вскрытии, характер синяков на шее Ли говорит о том, что ее душили правой рукой. Кэррингтон также поставила под сомнение заявление Вебстера о том, что он шел по освещенным улицам на другую сторону полуострова Стоктона, чтобы вымыть окровавленные руки, когда он мог бы вымыть руки в полной темноте на пляже менее чем в 100 метрах от отеля. Она также поставила под сомнение его заявление о том, что у него была кровь на руках, но ее не было на одежде, несмотря на то, что Ли ударили так сильно, что кровь была разбрызгана в нескольких метрах от ее тела. Вебстер заявил, что шел на пляж с Ли, хотя, согласно полицейским отчетам, 4 свидетеля сказали, что она шла на пляж одна. 2 свидетеля заявили, что видели Вебстера и Уилсона выходящими из серфинг-клуба вместе. Ни у NC1, ни у Уилсона не было надежного алиби относительно их местонахождения на момент убийства. Уилсон сказал полиции, что был один на пляже, когда Ли прошла мимо него, выходя из клуба, за несколько минут до того, как ее убили. Заявление Вебстера о том, что он проник в Ли только пальцем, рассматривалось различными источниками как несовместимое с результатами вскрытия генитальной травмы. И травма также не согласуется с сообщением NC1 о том, что его секс с ней был по обоюдному согласию. Рассматривая результаты вскрытия, Бетчер сказал, что многочисленные удары, от которых погибла Ли, наносились с разных сторон, и вероятно, что указывает на вероятность того, что они могли быть нанесены несколькими людьми. Кэррингтон и Джонсон предположили, что Ли подверглась нападению со стороны группы мальчиков после возвращения с пляжа в наказание за жалобу на изнасилование и была убита Вебстером и 2 другими, потому что они боялись, что она расскажет другим. Они отказались конкретно назвать 2 других подозреваемых, опасаясь юридических последствий, хотя и уточнили, что один из них совершил сексуальное насилие над Ли ранее ночью, а другой, вероятно, изнасиловал ее пивной бутылкой перед смертью в наказание за публичный отказ заниматься с ним сексом. Вебстер впервые рассказал средствам массовой информации об убийстве в 1997 году и настаивал на том, что он действовал в одиночку, когда убивал Ли. После того, как матери Ли сказали, что никому не будут предъявлены обвинения в сексуальном насилии над Ли, в 1990 году она начала кампанию за официальное повторное расследование этого дела. В августе 1994 года Кэрри Кэррингтон отправила в Королевскую комиссию при полицейской службе Нового Южного Уэльса документ объемом 17 тысяч слов и 300 страниц с доказательствами и просьбой провести расследование по этому делу. В декабре 1994 года представитель комиссии заявил, что после тщательного рассмотрения они не будут расследовать это дело. В мае 1993 года по иску жертвы о выплате компенсации матери и сестре Ли
было присуждено в общей сложности $29 214 США. В мае 1995 года в знаковом судебном решении судья Джозеф Мур одобрил апелляцию, присудив матери и сестре Ли дополнительно $134 000. Мур сказал, что доказательства указывают на то, что Ли отвергла сексуальные предложения NC-1 и что его общение с ней было без ее согласия. В октябре 1996 года министр полиции Пол Уиллан сделал заявление в парламенте Нового Южного Уэльса, заявив, что дело об убийстве будет рассмотрено комиссией по борьбе с преступностью Нового Южного Уэльса, признавая, что никому никогда не было предъявлено обвинение в сексуальном насилии над Ли. Уиллан заявил, что предстоящий пересмотр был нашей единственной возможностью исправить ужасные ошибки, которые произошли в ночь смерти Ли. В марте 1998 года комиссия по расследованию преступлений опубликовала свои выводы, заявив, что преступления, в результате которых были вынесены обвинительные приговоры, произошли в основном так, как описано в судах, что никаких дальнейших обвинений выдвигаться не будет, ведь Вебстер действовал в одиночку. В обзоре не были прокомментированы расхождения между признанием Вебстера и судебно-медицинскими доказательствами, и в нем не уточнялось, отправлялись ли когда-либо улики на экспертизу. Представитель комиссии отказался комментировать, проверялась ли когда-либо окровавленная рубашка Уилсона. В одном экспертном заключении, полученном комиссией, говорилось, что, вероятно, Вебстер был вовлечен в сексуальное поведение, которое унизило Ли и в котором он никогда не признается, потому что ему стыдно. А доктор Йохан Дюфло сказал, что палец или пенис вряд ли могли нанести серьезные повреждения гениталиям Ли. Хиллари Бирн Армстронг заявила, что эти заключения экспертов, которые противоречат признанию Вебстера, подняли вопросы о том, как комиссия пришла к выводу, что сексуальное насилие над Ли произошло именно тем способом, в котором он признался. Комиссия по расследованию преступлений опубликовала один из двух своих отчетов по этому вопросу, а вот второй, неопубликованный отчет, был передан в комиссию по неподкупности полиции для расследования. 26 человек, в основном сотрудники полиции, были опрошены в 1998 году в рамках дополнительного расследования. Были допрошены и несколько свидетелей, а также Вебстер, Уилсон и NC-1. В ходе расследования были заслушаны утверждения о том, что полиция нападала на 4 человек во время допросов – Вебстера, Уилсона, NC-1 и другого, анонимного подозреваемого, которого назвали NC-5, родственника Вебстера. Ему на момент убийства было 17 лет. Вебстер заявил, что полиция неоднократно била его кулаками и ногами, когда он отказался признаться в убийстве. По словам Скотта Такера, написавшего в Ньюкасл Геральд, полицию также обвиняли в угрозах насилия, фальсификации отчетов и утаивании доказательств. Сотрудники отдела внутренних дел обыскали шкафчик одного из офицеров. В нем было обнаружено несколько записей об убийстве, ранее числившихся пропавшими без вести. Комиссия по неподкупности полиции опубликовала свой обзор в октябре 2000 года. В обзоре рекомендовалось уволить детектива-сержанта Чаффи за грубое неисполнение служебных обязанностей, а также выдвинуть уголовные обвинения против 5 других сотрудников следственных органов. В обзоре говорилось, что Вебстер был ложно арестован, поскольку полиция арестовала его с целью допроса, на что у них не было полномочий, и что, вероятно, полиция напала на него, когда он находился под стражей. Полиция подверглась дальнейшей критике после того, как выяснилось, что они опросили NC-1, не связавшись с его родителями, и не допрашивали его об убийстве Ли, а только о его общении с ней. После проверки Чаффи ушел в отставку, немного раньше, чем намеревался, но отклонил выводы проверки, заявив, что он гордится выступлением своей команды. В октябре 2001 года генеральный прокурор отказался выдвигать уголовные обвинения против кого-либо из офицеров на том основании, что они пережили эмоциональные трудности, и их карьера уже разрушено. А расследование, которое является одним из самых продолжительных преследований полиции в истории Нового Южного Уэльса, требует внесения изменений в закон, применимых к полицейским властям в регионе, включая реформу дресс-кода.
Убийство Ли вдохновило сценаристов на создание театральной пьесы под названием «Собственность клана», которая позже была переработана и переименована в «Черную гору», а также на создание одноименного художественного фильма. История Ли оставила огромный отпечаток в жизни всего Стоктона. Все местные жители возражали против съемок, поскольку события еще свежи в воспоминаниях, а детали сценария однозначно напоминают дело Ли. Когда съемочная группа прибыла в Стоктон, местные СМИ встретили их особенно враждебно, и прежние места внезапно стали недоступны. Ситуация ухудшается, когда режиссеры начинают отрицать, что их постановка была вдохновлена историей Ли. Однако сценарий очень явно опирается именно на эту историю, и они настаивают на съемках именно в Стоктоне. Семья Ли выступает против съемок фильма, утверждая, что продюсеры упиваются болезненной ситуацией и портят репутацию дочери. Времени не вернуть, к сожалению, нельзя отмотать его назад и попросить Ли не ходить на эту вечеринку. Родителям девушки никогда не избавиться от боли из-за трагедии, произошедшей с их дочерью, в особенности от того, что они сами позволили ей пойти туда. У амбициозной школьницы явно были большие планы на жизнь. Она любила учиться и посещала несколько учебных заведений не просто так, но лишь один день навсегда эти планы перечеркнул. Дорогие гости и подписчики канала, как вы думаете, дело действительно было сфабриковано? Почему улики все-таки не были переданы соответствующим органам для экспертизы? Делитесь своими предположениями в комментариях. Кто эти страшные люди, совершающие немыслимые преступления, и как вовремя определить, что человек, с которым вы общаетесь, нарцисс или психопат? Как сохранить себе жизнь, когда вам стало понятно, что вы находитесь рядом с такой патологической личностью? Смотрите информацию на нашем основном канале, ссылка на который стоит под этим видео. Прошу вас не забыть поставить лайк за нашу работу и подписаться на наш канал, чтобы не пропустить новые истории о чудовищных преступлениях, совершенных нарциссами и психопатами. Подписывайтесь также на наш телеграм-канал, ссылка на который указана ниже. Там мы ежедневно публикуем информацию о новых преступлениях психопатов. Если есть интерес к резонансным преступлениям известных людей и звезд шоу-бизнеса, подписывайтесь на наш второй канал, ссылка на который будет указана ниже.